Всем привет! С вами Аристократ и Ларри. Снова! Здорово! Мы только что посмотрели распаковку вау-3Ашки. Если вам понравилось, ставьте лайк. А мы переходим к оценке. Ну что, компании-то давно нет, а фигурки-то мы для вас обозреваем. Следите на залежу. Да. Это раскопки. Нет, на самом деле, правда, фигурка ждала своего часа. Я не знаю, наверное, года 2 или 3. Это просто, знаете, раскопки аристократовских купил шкафов. его я году в 16-м, наверное, действительно. Вот, помнится, на Мандараке очень долго искал, и, как помню, стоил он мне 35 тысяч йен. Вот. Это потому что был уже раритет, дикий уже на тот момент. Это очередная фигурка из серии Dead Mask. У нас уже были фигурки серии Dead Mask. Death Mask, да. Не, смертельные маски, а не... Да, Death Mask. Маска смерти. Да. Очень клевый. Очень клевый, как бы... На самом деле, это, наверное, одна из самых эпичных фигурок Tomorrow King'ов, потому что за счет этого баллона, вот, огромного, вот, он не может стоять. Да, и это единственный его минус, потому что вот он реально, он сейчас, я ждала его, чтобы, закрепить правильно, потому что я в душе не знала, как вообще, куда сувать вот эту вот штуку, а она, оказывается, так. А я так. И, вы видели на камере. Причем самый большой эпик был, что уже эта фигурка с сменным телоидом, потому что они рассылали... Да не знаешь историю? Нет. Конечно, первое, когда разослали партию, этот баллон он был настолько тяжелый, что фигурка заваливалась назад и типа не стояла. И в ТРИА начали все писать, типа, фигурка не стоит, как жить с этим. Вот. Все падает, да? Вот. Все. Вот. И тогда еще сервис был на высоте, и людям всем разослали по дополнительному телоиду. То есть выходило 3 фигурки в серии, и ко всем фигуркам из этой серии был разослан дополнительный телоид. А почему? Но, я вам честно скажу, я, собственно говоря, выкупил на форуме, то есть человек продал фигурку, ему пришел телоид, ему он был не нужен, я выкупил телоид, ничего не меняется. То есть, да, телоид крепче, он не такой, как бы, то есть, там шарниры были более затянуты, но это не спасло ситуацию. Вот это сейчас со сменным телоидом, он тоже, если мы сейчас уберем подставку, да, он также завалится назад. Вообще без Б завалится. Поэтому, насколько решила проблему, я не знаю. Пипец, слушайте, этой подставкой... Но с подставкой он стоит. Да, но у нее есть один минус. Вот тут вот она крепится винтиком. Вот эта вот штучка, она крепится винтиком. А винтик, извините, под часовую отвертку. Давайте так, это уже, видимо, традиция. Но если у вас дома по какой-то причине нет часовой крестовой отвертки у тебя... подожди, я после этого вопрос задам. Если у вас по какой-то причине нет часовой отвертки крестовой, вам хана. А теперь у меня вопрос к коллекционерам ТРИА. Скажите, у вас у всех есть часовые крестовые отвертки? Ну так, чисто по правде. Вот как это туда закручивать? У меня нет часовой крестовой отвертки. Я тут, извините, полчаса его затягивала. Как ты закрутила? Я нашла самую-самую маленькую из возможных крестовых отверток, которые есть у меня. И она хлипкая, я не закрутила. Короче, Ларри справилась. Я всегда. Значит, и вы справитесь. Я так думаю. Если купите фигурку, что, в принципе, я думаю, что... Нереально, нет, все, нет, no. Да, я ее в продаже не видел очень давно, даже на eBay. Не спрашивайте нас, где купить, нигде, все, нигде. Вот Аристократ, если он будет ее продавать, а он не будет, все, хана. Да, пока. Видели бы сейчас глаза Чуй за кадром. Так надеется, что я ее продам, но нет. Вы думали, что ее там нет, да? Есть. Она здесь. Вот. Поэтому... давай про минусы. Хочешь сказать что-нибудь? Да все, вот у меня минус был. Минус подставки. Нет, фигурка очень классная на самом деле. Для фанатов ТРИА она супер классная. Для тех, кто любит Dead Mask'ов, она супер-супер классная. Но опять же, она для любителей ТРИА, для любителей она для фанатов. И, возможно, для любителей пост-апока. То есть она подойдет. Если вы прям фанат пост-апока, я думаю, что вот покажи. Или если у вас есть друзья любители пост-апока,
то вы прям покажите, чтобы они могли смотрите, видите, какая фигурка какая крутая, фигурка. там типа на полку поставить, типа антуражненько, или там с собой носить его. Захотят ее купить, а ее негде купить. Как миньона носить. Да нет, но они увидят как минимум линейку, что есть такая линейка, когда из маски вся же линейка прекрасно ложится в постапоп. Да. И поп-бот ложится в постапоп. На самом деле, как раз Кроме вот Паши, все ложатся в октябре месяце вышел, Эшли Вуд наконец-то оживился, вышла фигурка первая из новой серии. Поэтому есть надежда, что в принципе также будут появляться новые ТК. Вот, и, возможно, те же самые Дэн Маски мы увидим когда-нибудь условно обновленные версии. Вообще круто. Более эпичные, более классные. Вот. Поэтому вот такая фигурка, я думаю, что оценка у нее супер, как да. всегда. Ну, кстати, сходство с Клаудом, если кто не заметил. Да. Ну, большой меч, доспех и прическа странная. Ну, кстати, да, возможно, это было... Ну, мне кажется, с него, на самом деле, с него делали, просто именно этот здоровый меч, как бы, он очень сильно выдает, мне кажется, эту тему. Вот. Наверное, про эту фигурку больше сказать особо нечего, вы все видели сами, близкие, то есть качество супер, для фанатов супер, Дезмаск супер, все супер. Да, супер-пупер медальку оно получает, а мы с вами прощаемся, надеемся, что этот выпуск вам понравился, вы поделитесь им с друзьями, поставите нам лайкушку. И тогда скоро мы еще что-нибудь из 3 обязательно снимем. А больше лайков и, возможно, чуть в кадре появится. Это шантаж. Это шантаж. Я даже не буду скрывать. Это шантаж, да. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И ему. И Да. чуи. Жмите на колокольчик, не знаю, приходите в соцсети, будем общаться, там много всего интересного. Да, еще у нас есть канал в Телеграме, и я там даже тусуюсь. Постоянно и сидит там Лен, там. кстати, тусуется. Постоянно сидит и а я читаю все. Да. А мы туда всратые фоточки постим. Я все вижу, но не отвечаю. Вот. На этом все. До новых встреч. Пока.